Существуют ли какие-нибудь методы прямого воздействия на маятник? Скорее всего, нет. Приручить его нельзя. Управлять им тоже не удастся. Однако использовать свойства маятника в своих интересах все-таки можно. Вам не приходило в голову, почему люди произносят тосты, сидя в компании за столом? Существует ли здесь какой-то практический смысл, или же это чисто символический ритуал? Оказывается, вовсе не даром. Народная мудрость порой рождает обычаи, похожие на бессмысленные предрассудки. Но люди неосознанно следуют устоявшимся правилам, не подозревая о том, что правила эти являются своего рода приемами управления реальностью. Дело в том, что алкогольные напитки, как было показано выше, представляют собой энергетический кредит. Свободная энергия получает дополнительную подпитку и поднимается на ступень выше. А поскольку это есть не что иное, как энергия воли, то в зависимости от того, куда эта воля направлена, получается и соответствующий результат. Например, если пить с горя, реальность провалится в еще более черную яму. Когда же пьют с радости, то и поводов для веселья прибавится. А если напитки смешать с чувством беспокойства и страха, жизнь повернется так, что действительно будет чего опасаться. То же получится и во всех прочих случаях. Мысленное излучение, усиленное всплеском энергии, переместит человека на линии жизни с соответствующими качествами. Маятник, предоставляющий кредит, служит в качестве усилителя энергии намерения. Сам маятник, сколько бы он ни качался, не имеет доступа к внешнему намерению, а потому не способен материализовать сектор пространства вариантов. Реальность подвластна только живым существам. Так вот, когда человек произносит тост, он фиксирует направление своего намерения. Понимаете, что происходит? Энергия маятника-кредитора, как правило, несет в себе негативные качества. Но человек, наделяя эту энергию доброй волей, меняет ее полярность. Поэтому тосты – это вовсе не пустой ритуал, а декларация намерения. Однако, несмотря на благотворное действие тостов, все они содержат в себе одну и ту же досадную ошибку. Пожелания обычно произносятся на будущее. Энергия, предоставленная маятником, всего лишь преобразуется в позитивную, но она не оказывает влияния на реальность. Желаемое так и остается где-то там, в недосягаемой перспективе. И это вполне закономерно, ведь зеркало не способно воспроизвести будущее. Оно всегда отражает только настоящее. Что же отсюда следует? А то, что все эти тосты необходимо произносить в настоящем времени. Это будут очень странные тосты, но они будут работать. Например, не «ну будем», а «ну мы есть». Или так: «У нас отличное здоровье. Мы победили. Те, кого с нами нет, всегда с нами. Тем, кто в море, везет. Наши желания исполняются. Удача всегда с нами». Ну и так далее. Вот такая декларация намерения уже будет притягивать пожелания в сегодняшнюю реальность, а не откладывать в вечно не наступающее завтра. Не стоит только полагать, что с помощью спиртных напитков можно с легкостью претворять желаемое в действительность. Как вы понимаете, у этой медали имеется обратная сторона. Чем больше кредит, тем выше проценты. Не говоря уже о том, что с увеличением судной задолженности сознание, а значит и намерение человека, смещается в область пространства вариантов, неадекватную реальности. А о том, чтобы проводить подобные манипуляции с наркотиками, и речи быть не может. Преобразовать негативную энергию маятника в позитивную не всегда и не каждому под силу.